Всем привет! Как сделать стрелки на брюках, в частности на трикотаже. При раскрое не перекосите долевую, это важно. На сложенной ткани обвела переднюю деталь брюк и по нижнему срезу разделила пополам. А теперь от этой метки по выкройке веду перпендикуляр. Эта линия будет параллельна долевой. Перегибаю деталь по начерченной линии стрелки. Вот так грузиками немного закреплю, чтобы она не смещалась. И далее прорисовываю эту линию мелом. Для переноса линии на вторую деталь я воспользуюсь силками. Для этого беру контрастную нить и прокладываю живульку по линии. При этом нитки я не затягиваю, образуются вот такие навесные петли. Обратите внимание, детали все еще начерчены на ткани. И вот только теперь на этом этапе я вырезаю. Все, теперь откидываю верхнюю деталь и натягиваю ниточки-силки. Образуются вот такие заметные длинные столбики, и посередине просто разрезаю их. Теперь линия стрелки размечена на двух деталях. Теперь нужно подготовить дублерин или флизелин. Для этого можно взять нитепрошивную кромку, либо у меня ее не оказалось нужного цвета, я нарезала флизелин примерно 5-6 мм шириной на полосочки. И вот так вдоль силков я их приложила и приутюжила. Трикотаж эластичный, чтобы в районе колен не вытягивалось, это сделать необходимо. Вот так получилось. При этом силки я пока не вытаскиваю. И вот почему. Сейчас мне нужно будет заутюжить стрелки, и нитки будут ориентиром с лицевой стороны. Смотрите по своему трикотажу или ткани. Если ткань оставляет ласы, то используйте проутюжильник. Пришло время убрать силки. Вытягиваться они будут легко и просто. После этого иду на машинку застрачивать стрелки. Я пользуюсь обычной лапкой. Для ориентира серединку лапки я совмещаю со сгибом ткани. При этом получается отстрочить примерно в 1,5–2 мм от сгиба. Этого вполне достаточно, чтобы выполнить стрелку. Поскольку внутри стрелки находится флизелин, то строчить очень легко и просто. Трикотаж под лапкой не растягивается. Вот так выглядит готовый результат. Далее стрелки отпарить на утюге. И, собственно, работа выполнена. Вот так будет выглядеть с лицевой стороны. И заглянем на изнанку. С изнаночной стороны дублерин флизелин, его не будет видно, он будет спрятан весь внутри. А далее можно приступать к обработке карманов и дальнейшему пошиву брюк. Понравился материал? Ставь лайк, подписывайся на канал.